Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить сестринство космического колеса. Тут прилетела еще в прошлый раз. А кто это? Подожди, а кто это такая? Я не помню. Чья это посыльная? Не помню. Вот блин. Так, это у нас Грета. Дорогая Фортуна, Георгина вручила мне волшебный кинжал для ритуала отделения. У тебя есть новая информация? Мне бы очень хотелось, чтобы ты помогла мне провести ритуал. Я готова прилететь, когда А сколько он говорил, мне нужно вот этих? Подожди секунду. Я думаю, у меня хватит, да? У меня хватит? А прикинь, если не хватит. Вот это я, конечно, офигею от жизни. Мягко говоря, от жизни офигею, если мне нужна будет помощь моего дружбана, а у меня не хватит заплатить ему. Привет, ну как ты? Как одержимая. Левиафаны начинают влиять на мои мысли, и мне не нравится, насколько легко это у них выходит. Но ты все еще хочешь от них избавиться? Конечно, хочу. Я слишком горда, чтобы позволить этому иномирному придатку присвоить себе все заслуги. Понятно. Ну, что тебе удалось выяснить? Нам придется пустить в ход все, что есть. Ритуал основан на применении кинжала, который Георгина изготовила из кости демона. Вот смотри, это просто произведение искусства. Какая красота. Даже не верится, насколько Георгина талантлива. Она сказала, что ты помогла его создать. Я только поделилась с ней своими мыслями. Насчет чего? Она спрашивала, какой энергией напитать кинжал. Это было нужно, чтобы клинок был тебе близок. Вот почему она назвала его лезвие философа. Значит, я больше философ, чем архитектор? Ой, я забыла эту девушку. Но ты же строила храмы размышлений, в которых ты в прямом смысле запиралась. Ну да, если поглядеть со стороны, кажется совершенно очевидным. Может мне перестать называть себя ведьмой-архитекторкой? Ну, ты же в прямом смысле строила храмы размышлений, в которых запиралась. Подожди, зачем? Почему я дважды сказала одну и ту же фразу? Нет? Ладно, тоже верно. Так, для начала у меня есть вопрос. Ты не против, если я призову судьбозрящий диск, чтобы узнать наши шансы на успех? Не против, конечно. А что такое судьбозрящий диск? Ты же не знаешь. Его около 80 лет назад придумала ведьма-математик Джун Рейша. Подожди, что? Диск — это особый символ, считывающий нити судьбы. Когда в жизни наступает особый поворотный момент, можно связать душу с этим диском, и он укажет вероятность, с которой задуманное удастся. Здорово придумано, он стал бы неплохим дополнением к моей колоде. Если вкратце, мы уже можем узнать, насколько эффективным будут наши действия в процессе ритуала. Конечно, это знание ни на что не повлияет, это так, для личного спокойствия. Напротив, это очень полезная вещь. Согласно третьему принципу прорицания, оценка шансов на успех влияет на эти самые шансы. Об этом я не задумывалась. Надеюсь, это повлияет на них в лучшую сторону. В общем, вот этот диск. Ох. Шансы не так высоки, как я надеялась. Изгнать Левиафана задача непростая, но мы еще не все приняли в расчет. Нужно привлечь удачу на нашу сторону. Ты права. Нельзя раскисать. Во-первых, я просила свою подругу Жасмин снадобить тебя успокаивающими травами. Благодаря им ты сможешь лучше сконцентрироваться на ритуале. Чудесный запах. Отвар из них нужно выпить, думая об игрушке, которую ты любила, когда была смертным ребенком. Я очень любила свои лего. Но самая любимая игрушка у меня был плюшевый Джейк из «Времени приключений». Понятия не имею, кто это, но на твое выражение лица это уже повлияло. Да, я чувствую, что слегка расслабилась. Смотри, цифры на судьбозрящем диске пошли вверх. Работает. Хорошо. Передай Жасмин мою благодарность. Лучше сама ее поблагодари. Конечно, с удовольствием. Хорошо, расскажи, в чем именно заключается ритуал. Все куда проще и прямолинейнее, чем я ожидала. Значительную часть работы уже проделала Георгина, изготовив этот великолепный кинжал. Я рассказала Георгине о том, что сказали мне твои карты. О том, что я должна поддаться Левиафану, в ответ она изготовила клинок. Тебе нужно ударить им меня в сердце. Что? Нет. Не паникуй, этот клинок зачарован так, чтобы пронзить не только тело, но и саму мою суть. Это вскроет мою душу, позволит Левиафану полностью в нее войти. Когда ты вытащишь кинжал, Левиафана останутся внутри. Да я ни разу в жизни ни в кого ножом не тыкала. Это не тыканье, а скорее аккуратное введение. Ты ведь умеешь готовить? Да, с кухонными ножами я управляюсь неплохо, но это... Я не справлюсь сама, Фортуна. И я в тебя верю. Может, позовем Георгину? Пусть она это сделает. Нет. Я хочу, чтобы это сделала ты. Чувствую между нами особую связь. Я
Смотри, процент успеха на диске вырос, пока я тебе все объясняла. Мы на верном пути. Гергина сказала, что чем крепче будет наша связь, тем эффективнее пройдет ритуал. Я уже давно никому так не открывалась, как тебе. Полагаю, чтобы быстро сформировать крепкую связь между нами, тебе нужно рассказать мне что-нибудь очень личное. Лучше, чтобы это знало как можно меньше народу. Ладно. Расскажи мне какой-нибудь свой секрет. Подожди, нет, я обещала своему Левиафану, что я не буду про него рассказывать. Я обещала, нет, я вроде бы обещала, что я постараюсь этого не делать. Я не хочу про него рассказывать. Это вообще нет, это нет, вот это вот подходит. В изгнании много раз пыталась покончить с собой. О, Фортуна, сочувствую. Я привыкла годами находиться в одиночестве, занимаясь исследованиями, но я понимаю, что для ведьмы, которая привыкла к общению, заточение может стать пыткой. Ну, я тоже думала, что я одиночка. Почти все время проводила одна, но 200 лет полной изоляции. Постепенно лишаешься способности понимать, жива ли ты вообще. Я пришла к выводу, что существование невозможно, если ему нет свидетелей. Прости, я веду себя бестактно. Никому не под силу представить, через что тебе пришлось пройти. Я себя калечила, даже прижигала, лишь бы ощутить хоть что-то новое, но каждый раз я себя в конце концов исцеляла, чтобы дожить до того дня, когда я снова смогу увидеть тех, кто мне дорог. Или чтобы отомстить Адане. Клянусь, однажды она за это заплатит. Фортуна, я помогу тебе отомстить Адане. Мне она тоже поперек горла стоит. Ей за многое нужно ответить. Спасибо, что рассказала мне об этом. Мне жаль, что тебе пришлось произносить все это вслух. Просто чтобы помочь мне исправить ошибку, которую совершила по глупости. Мне не кажется, что это было глупо, и приятно, наконец, с кем-то этим поделиться. Мне не хватило смелости рассказать об этом подругам. Так что я рада, что познакомилась с тобой. Я тоже рада. Спасибо, что впустила меня в свою жизнь. Ну что, пора приступить к операции? Я еще не готова. Более готовой ты уже не будешь. Я приму любые последствия. Слушай, дай мне пару минут, я помедитирую, чтобы сосредоточиться, ладно? Целых 2 минуты? Без проблем, столько у меня есть. Ой, она такая прикольненькая. Спасибо. О, Абрамар. Настал момент истины. Ты приняла решение? Хочешь заплатить за то, чтобы узнать имя Левиафана? Да. Тогда позволь мне получить энергию. Забирай. Ну, бери все. Как вкусно. Привкус конфликта. Итак, я оглашаю имя моего сородича. Гаэториан. Гаэториан. Спасибо, Абрамар. Твоим услугам. Гаэтория. Ты еще тут? Да, я готова. Я узнала имя твоих Левиафана. Гаэториан. О, только посмотри на судьбозрящий диск. Как ты это узнала? Быть провидицей довольно полезно. Ясно. Пожалуй, мне не обязательно это знать. Но я рада, что ты нашла эту информацию. Спасибо. Ну, готова меня пырнуть? Перестань ты говорить. Ну чё, ну можно и пырнуть, как бы давай. Прости, просто хотела снизить градус напряжения. У нас с тобой, похоже, разные представления о том, как можно расслабиться, Грета. Мне кажется, ты все-таки расслабилась. Думаю, это важнее всего. Ладно, сейчас я введу кинжал. Ты готова? Давай. Мамочки, я сама аж обесралась. Фортуна, получилось. О, слава вселенной, у меня чуть сердце из груди не выскочило. Как ты себя чувствуешь? О, слилась. Слилась, да? Лучше некуда. Грета, твои глаза. Что такое? Они как у Левиафана. Это плохо? Ну, выглядит довольно круто. Но кажется, в какой-то момент ритуал был нарушен. Нет, уверяю тебя, все прошло как надо. Мне пришлось пережить стычку с Левиафаном, которая, казалось, длилась целую вечность. В итоге мы сумели договориться. Теперь мы партнеры. Допустим, с этим ты разобралась. Но до сих пор более чем очевидно, что ты призвала Левиафана. Вот как. Ну, знаешь, Фортуна, эти ощущения, эти знания и сила, которые я только что получила, они стоят того. Теперь осталось придумать, что делать с Аданой. Ладно, что ты намерена делать? Первая мысль, конечно, бежать. Но я слишком горда, чтобы прятаться от Аданы. Так что для начала отправлюсь к поясу драгоценных черепов, попробую обдумать дальнейшие действия. Мне жаль, что ритуал пошел не по плану, но я все равно готова тебя поддержать. Дай мне знать, если я смогу помочь. Хорошо. Спасибо за все, Фортуна. Знаешь, я все-таки не ухожу ни с чем. Теперь у меня есть ты. Ля какая, смотри, что за лицо? Я тоже рада, что встретила тебя. Но мне лучше уйти. Надеюсь, скоро увидимся. Я тоже, береги себя. А что тут так много крошини и крашей? Что происходит? Здрасте. Не, ну это мой фаворит, я считаю.
Совершенно внезапно жизнь вокруг тебя закипела. Как ты себя чувствуешь? Превосходно. Жизнь снова обрела смысл. Я рад, что твое настроение улучшилось. Ну, что станешь делать теперь? Не тот. Ну ладно, пофиг. Самая большая проблема по-прежнему Эдана. Рано или поздно она все равно узнает о моей новой колоде. Чтобы стать свободной, мне так или иначе придется с ней разобраться. Ну, колесо вселенной уже начало вращаться. Смотри, как быстро ты восстановила связь с Ковином. Просто держи ухо востро, не упуская возможности, которые тебе представит вселенная. Как тебе удается управлять судьбой? Сама ответь на свой вопрос. Мы с тобой весьма схожи. По-моему, не особо. В смысле, я могу предвидеть варианты развития событий, но пока я не призвала тебя, я ничего не смогла сделать с приговором Эданы. Ты в этом уверена? Я появился по твоей воле. Именно ты запустила весь этот прогресс. Хочешь сказать, это я тебя создала? Что? Угорает. Ты что, ведьма? Я лишь хотел тебя подбодрить. Но не забывай, что ты многим мне обязана и платишь за все это высокую цену. Впрочем, ты меня призвала. Это многое говорит о твоей силе воли. Тебе следует больше верить в себя. Ладно, хватит надо мной смеяться. Смотри-ка, сокол. О, может, это весточка от Теа? Теа? Пусть Теа. Поняла, который в самом начале был. Дорогая Фортуна, у меня ужасные новости. Пожалуйста, дай знать, когда я могу тебя увидеть. С уважением. Теа, жетон арбитра номер 210, ранг растущий месяц. Что за ужасные новости? Срочно сюда. О, господи, что-то страшное по-любому. Мне страшно, давай, говори. Я готова. Ох, Фортуна. Что такое? Что стряслось? Глава твоего Ковина. Эдана? Что случилось? Эдана мертва. В смысле? Преемственность. Куда мертва-то? Шаман. Сегодня мы собрались здесь, чтобы попрощаться с нашей подругой Патрицией. Она жила полной жизнью, умерла на своих условиях. Это опять флешбеки. Мы предаем мое тело земле, так как она завещала. Ногой, усыпанной цветами, мое тело земле, мою душу сестре и звездам. Ты красиво жила и красиво покидаешь нас. Теперь ее старший сын скажет несколько слов. Педро. Ораторс меня не очень, так что буду краток. Я всегда буду восхищаться тем, сколько жизни мама подарила этому миру. Речь не только о ее многочисленных детях и внуках. Я говорю о ее словах, идеях и мудрости. Не уверен, что кому-то из нас удастся достичь ее уровня просветления. В ее лице этот мир лишился ярчайшего источника света. Жаль, что ни один из наших отцов не был и в половину достойным ее. Жаль, что ни у одного из них не хватило смелости, чтобы остаться с ней. Что? Блин, это тяжело, потому что я не совсем понимаю, что происходит, о чем речь. Сегодня я потерял не только мать, но и своего кумира. Адиос, мама. Гуиеро? Ладно. Спасибо, Педро. Мистер Стэнтон, вы тоже хотели что-то сказать? Да, спасибо. Я очень благодарен за то, что вы позволили мне разделить с вами этот момент. Я хотел, чтобы вы знали, что семья была для нее главным источником вдохновения. Она всегда говорила о вас с нежностью. Она любила вас больше всего на свете. На первый взгляд Патриция могла показаться циничной. Она всегда держалась так, будто у нее нет для других ни секунды лишнего времени. Это ее сестра умерла, да? Сестра? Да нет. Но за всеми ее действиями стояла любовь. Любовь к жизни и всему, что ее составляет. Мне невероятно повезло, что последние 20 лет именно я был ее редактором. Я могу с уверенностью сказать, что она была матерью не только для вас, но и для сотен тысяч читателей со всего света. Ее уникальный взгляд на радость и удовольствие вдохновил и поддержал многих женщин в самых разных странах. После ее ухода многие почувствовали пустоту, но она оставила огромное наследие. Благодаря ей мир стал более сильным. И это чувство... Эта энергия сохранится в нем навсегда. Спасибо, Патриция. Благодарю, мистер Стэнтон. Что ж, перейдем к завершающим обрядам. Стойте, я тоже хочу сказать. Да, конечно, прошу. Бабуля. Подожди, бабуля? Мария Фортуна. Бабуля? Это не сестра, это бабуля. Окей, подожди, я что-то уже совсем не понимаю. Ты ведь на самом деле не умерла? Тело, усыпанное цветами, это ведь просто старая оболочка, которую ты сбросила, правда? У нас было столько планов, столько идей. Я не верю, что ты позволила какому-то дурацкому раку разрушить все, что мы с тобой создавали. Ну же, бабуль. Ты не могла меня так предать, правда? Фортуна. Ничего, Педро, пусть выскажет то, что у нее на сердце. Я сама не справлюсь. Ты улетела к звездам искать сестру? Ты же обещала, что возьмешь меня с собой и покажешь мне космос. Если ты сейчас же не вернешься, я тебя никогда не прощу. Мария, я уверен, что твоя бабушка будет присматривать за тобой оттуда, где она теперь.
Никто не покидает этот мир полностью. Тело Патриции станет прахом, голос Патриции больше не прозвучит. Но ее дух — это вечный дар, которого мы никогда не лишимся. Патриция. Она сбросила это имя Кока-Колы. Теперь мы будем звать ее Осень. И слезы, и аромат, и полуденный сон. Хватит толкать тут дрянную поэзию. Вам никогда не понять мою бабушку и никогда не понять, что мы с ней вместе делали. Мария. Я соболезную. Если больше никто не хочет высказаться, мы предадим ее земле. Да будет твоя душа сиять среди звезд, Патриция. Что? Так, хорошо, это ее бабушка. Окей. Мое пророчество наконец сбылось, да? Ты продержалась 509 лет, 11 месяцев и 21 день. На мгновение я даже поверила, что ты сумеешь переломить судьбу. Даже в смерти ты сумела проявить характер. Знаешь, с тобой ужасно трудно говорить, когда ты не отвечаешь. Прости, что не навестила тебя после того, как переродилась. Но время среди звезд летит очень быстро. Я не знала, как ты отнесешься к тому, что твоя сестра стала ведьмой. Почему до этого она сказала бабушка? Я, может, что-то не понимаю, но я, кажется, что-то не понимаю. Мне правда жаль. Той ночью на пляже я вошла в мир и ни разу не оглянулась. Но ты ведь каким-то образом поняла, да? Ты знала, что я не умерла. Из всего оставленного смертной жизни я тосковала только по тебе. Без тебя мне было очень тяжело. Может, последний расклад, а? Как в старые добрые времена. О чем же мне спросить? Интересно, какими были бы наши отношения, если бы я осталась? Ты же не против этого вопроса, Патриция? Спокойная, доброжелательная личность, воплощение сдержанности, гармонии и общности, вода, текущая между кувшинами, символизирует общение. Так, мы бы вместе с тобой катались на моем фургончике, посещали множество музыкальных фестивалей, завели кучу друзей и любовников. Мы бы переехали из Канары, ты бы писала лесбийский любовный роман, и я бы завела сайт с онлайн-гаданиями на Таро. Я думаю, первое. Здорово было бы, правда? Мы бы делали пиццу, танцевали, загорали на самых красивых пляжах. Как и в комментариях кто-то писала вроде, да, что тут, конечно, игра классная, но почему все такие хорни? Действительно, согласна, почему. Патриция, я так по тебе скучала, мне будет так тебе не хватать. Но есть некоторое очарование в этом. Пока это не переходит какие-то прям сильные рамки. Особенно для ютуба. Какого дьявола я вообще? Когда она несбыточная? Как можно быть такой трусихой? Ты заслуживаешь большего. Я первый и единственный раз предсказала смерть именно тебе. Теперь в качестве прощального подарка. Ну да, это ее сестра. Она говорила, что она предсказывала ей смерть. Вроде от рака, да? Я узнаю, что ждет тебя после смерти. Я испугалась того, что встретила меня, когда я предсказала твою смерть. Она таилась там, наблюдая за нами из-за пределов того, что мы знаем. Теперь я взгляну на него прямо. Мне нужно выяснить, куда ты отправишься. Дьявол. Этот зверь — хранитель всего запретного. Его слуги полны вожделения приглашают тебя поддаться искушению. Просвещение через порог. Ты станешь архивариусом оккультных текстов. Ты станешь галактическим детективом. Я думаю, ей первое больше подходит. Будешь собирать и переводить утерянные запретные тексты, хранить их в огромной пятимерной библиотеке. Что? Похоже, я лишилась дара. Это бессмыслица какая-то. Чем я занимаюсь? Прости, Патриция, я несу полную чушь. Не оставляй меня. Увы и ах. Это что за... В гробу я видала их гробы. Патриция. Фортуна? Что это значит? Это что, загробный мир? Кого это ты косплеишь? Патриция, я тебя люблю. И я тебя, глупышка. Ну что, привидение? Нет, Патриция, это все еще наш мир. Просто я стала ведьмой. И, видимо, ты тоже. Что? Охренеть. Я сама не врубилась сейчас в происходящее. Что это было вообще? В смысле, она такая взяла и вылезла. Здрасте, приехала. Блин, что это было? Что? Ладно, ну хорошо, окей, хорошо, ладно. Что это такое? Ты кто? Фортуна, мы должны поговорить, прежде чем я исчезну. Эдана. Йокале мене. Так мне же сказали, что она умерла. Йокале мене, це що? Эдана?
Ты Эдана? Здравствуй, Фортуна. Что-то не так? Мне сказали, что ты умерла. Верно. Похоже, ты никогда не встречала мертвого тела ведьмы. Все время забываю, как молоды некоторые из вас. Я всегда считала, что смерть — это конечная точка. Это так, если тебя убили или вычеркнули из бытия. Но ведьма также умирает, когда теряет волю к жизни. Теперь я лишь бессмысленный труп, который рано или поздно рассеется в космосе или станет пищей для твоих сестер. Тогда зачем ты ко мне пришла? Считаешь, что я призрак, стремящийся завершить незаконченные дела. Тогда мое изгнание окончено? Увы, нет. Пересматривать приговоры будет следующая глава Ковина. И кто и станет? Это еще не решено. Я чую в тебе какие-то перемены. Что ты сделала? Ты выросла. Стала взрослой ведьмой. Жаль, что ты еще не достигла этой формы, когда мы встретились. Не понимаю, о чем ты. Ладно, что у тебя здесь за дело? Ты. Я хотела спросить, что ты поняла за этот краткий период заточения. Прорицание может управлять сообществом. Власть в Кове не должна находиться в руках одной ведьмы. Изгнание не самое конструктивное решение, что ты редкая стерва. Краткий? Я бы выбрала второе или третье. Власть в Кове не должна находиться в руках одной ведьмы. Или изгнание не самое конструктивное решение. Наверное, второе. Несправедливо, что одного твоего слова достаточно, чтобы на сотни лет разлучить меня с близкими. Мои решения основаны не на прихоти. Советуюсь с богами. Божественное суждение важнее конфликта личных интересов. Боги тоже не имеют права решать, что будет с нами, ведьмами. Чепуха. Так что я должна была понять? Позволь мне объяснить. Ты ошибалась все это время, называя свой дар прорицанием. А что такое гадание на Таро, как не прорицание? Мне следует поведать тебе о природе этой вселенной, о тайне реальности. Сознание — это ответственность. Все мыслящие существа меняют природу мира, в котором мы живем. Все, что когда-либо происходило, реально лишь потому, что кто-то это воспринимал. Те части вселенной, что еще не исследованы, до сих пор не обрели определенную форму. Твоя магия не предсказывает события, а определяет их. Ты неосознанно создаешь то, что не произошло в прошлом, а также то, что еще только произойдет. Ты не читаешь, ты пишешь. Вот почему я тебя изгнала. Предсказав распад Ковина, ты, по сути, обрекла нас на него. Я приложила много усилий, чтобы это предотвратить, и до сих пор не уверена в успехе. Время покажет. Почему ты теперь все это мне рассказываешь? Потому что я мертва. И сочла, что тебе лучше знать о природе твоего дара, поскольку я больше не смогу защищать Ковен от тебя. Но почему ты не сказала мне этого раньше? Потому что боялась, что ты сотрешь меня из этого мира. Я знаю, ты меня ненавидишь. Отнять у тебя колоду было единственным способом обеспечить Ковину относительную стабильность. Что? Почему? Да нет, это какой-то бред. Ты реально могла с ней поговорить. Язык для чего нужен? У тебя целых 3 головы. Зачем тебе? У тебя 3 мозга? Сколько у тебя мозга? Почему ты не поговорила? Это ее форма после смерти. Может, у нее до этого другая. Неважно. Но все равно, хз, такой себе ответ, типа... Я с тобой не поговорила, заточила тебя, убрала колоду, потому что ты потенциально опасная, и все. Все, блядь. Серьезно? Ну, знаешь ли, я не такая злодейка, какой ты меня считаешь. Аналогично. Справедливо. Помни, ты можешь управлять всем, что не существует. Разумеется, самая очевидная точка приложения — будущее. Однако, я говорю и о прошлом тоже. Ты можешь менять то, что еще не произошло. То, что происходило, извиняюсь. Значит... Прошлое Георгины. Черт. Ковен ждут неспокойные времена. Не думаю, что ты достаточно созрела для того, чтобы управиться со своим даром. Но это больше от меня не зависит, а с этим знанием поступай, как сочтешь нужным. Ясно? Спасибо, что рассказала мне. У меня есть для тебя прощальный подарок. Опа. Медник. Новый аркан. Сородичи мои, избавьтесь от проклятия смертности. Отриньте телесную оболочку, станьте моей магией отныне. Грех боли не коснется вас. Ого, энергии сколько нужно, дофига. Это сверхаркан. Любая карта, созданная с его применением, предложит тебе куда больше толкований, чем обычная. Ну как ты? Как ты? Это она ее спрашивает? Она что-то не договорила, типа, или что? Ну как ты... как ты узнала про мои карты, наверное, она хотела узнать, да? Пускай ты считалась меня обманщицей, но я и впрямь говорила с богами. Они поведали мне о колоде, которую ты создаешь. Такая колода отвечает твоему дару куда лучше, чем Таро с их ограничениями. Мое решение изгнать тебя все-таки принесло свои плоды. Ну и что? Ждешь, что я скажу тебе спасибо? Я ничего не жду. Я мертва. Это наш последний разговор.
Хочешь сказать что-нибудь, прежде чем я уйду? Спасибо, просто спасибо. Ты все равно хочешь, пожалуйста. Что-нибудь еще? Я сделаю наш ковен лучше. Славно. Теперь мне пора. Постой. Дашь совет на прощание? Нет. Прощай. Ну, я просто решила не грубить ей, потому что факт во всех играх. Не груби никому, потому что это может очень плохо обернуться. Если есть возможность не грубить, а как-то более экологично высказать, ну, если это не какое-то прям вообще из ряда вон выходящая херня, то да. Хотя и в таком тоже случае стрёмно. Ты в порядке? Я все еще пытаюсь это осмыслить. Почему? Слишком большая ответственность. Нельзя играть с чужими судьбами, а тем более с чужим прошлым. Согласен, вмешиваться в чужое прошлое довольно сомнительное дело. Но в будущее... Мы и так постоянно вмешиваемся в чужие жизни, разве нет? Просто у тебя есть преимущество. Ну, не знаю. Более того, ты обладательница уникального дара, ты обязана его применять. У тебя есть сила, позволяющая изменить эту вселенную в лучшую сторону. Так, и сколько? 1 минуту назад сохранена огребать. Так используй ее. Пожалуй, в чем-то ты прав. Одни возглавляют ковены, другие создают сообщества, третьи способны поглотить целую галактику. Вот я, например, могу исполнять желания. Своими талантами надо пользоваться, Фортуна. Ты прав. Но эти карты... Я ведь не полностью контролирую расклад. Когда их перемешиваю, многое зависит от случая. Что если карта будет предвещать только трагедию? Ну, тебе так или иначе придется столкнуться с непростыми решениями. Но этого никому не избежать. Иногда хороший результат недостижим. У тебя просто талант переворачивать с ног на голову даже самые безнадежные ситуации. Угорает. Я не раз оказывался между двух огней. Так что у меня талант находить во всем светлую сторону, чтобы выжить. В этом ты похож на людей. Или люди в этом похожи на левиафанов. Я был здесь первым. Ну, я же говорю, что угодно можешь вывернуть наизнанку. Реальность определяется сознанием, как и сказала Эдана. Похоже, в этом я достиг мастерства. В любом случае, вряд ли я смогу снова обратиться к картам в ближайшее время. Чушь. Ты должна как можно скорее вернуться к прорицанию. Тогда, может быть, попробуем узнать, что тебя тревожило? Блин, я очень хочу узнать. Ради меня... Я не стану давить. Ладно, я не стану на тебя давить. Спасибо. Вот что, давай твой талант употребим на более насущные дела. Как насчет того, чтобы изменить отношение Ковина к Левиафанам, раз уж Эдана умерла? Знаешь, неплохая идея, но что если карта не скажет нам ничего хорошего? Нас уже запрещают и преследуют. Что может быть хуже? Ты прав. Ну ладно, достанем колоду. Окей, ну ладно, давай, хорошо. Посмотрим. Так, мы хотим узнать, как Ковен станет относиться к Левиафанам. Да. А также выяснить, что тебя тревожит. Нет, я ведь уже сказал. На это я не согласен. Ну ладно, я должна была попробовать. Пора тасовать карты. Окей, скопление Спараксис. Направление открытия, обман, тайна, правосудие, решение испытания. Давай положим. Что мы можем тут сделать? Ковен пересмотрит свое отношение к Левиафанам и будет разбираться с каждым случаем отдельно. Ведьмы из нашего Ковена создали талисман, который позволит порабощать... Не, я считаю, что первое. Ковен пересмотрит свое отношение и будет разбираться с каждым случаем отдельно. Так и должно быть. Ни одно разумное существо нельзя судить просто за то, кем оно является. Но тебя все еще могут признать опасным. В целом это меня устраивает. Мне важно непредвзятое отношение. Уверен, я могу доказать свою полезность любому сообществу. Такое странное ощущение, знать, что все мои слова непременно сбудутся. Хотя, пожалуй, так было всегда. Какие еще были варианты? Я лучше не буду их озвучивать, подозревая, что это нарушит гадание. Ладно. Знаешь, спасибо. Не за что. Хорош. Твоя колода стала куда опаснее. Но уверен, что когда-нибудь снова решусь попросить тебя о раскладе. Ни в одной из прежних вселенных ничто не делало меня настолько уязвимым. Умоляю, используй свои силы с умом. Ого, не ожидала, что Левиафан станет меня умолять. Значит, дело действительно серьезное. Это не шутки, Фортуна. Что? Ты же сам вечно шутишь, когда речь заходит о вопросах крайней важности. И ты отплатила мне той же монетой. Теперь я вижу, что это не смешно. Прими мои извинения. Ну хватит, расслабься уже, мы с тобой заодно. Ну да. Кажется, тебе пришло послание. Точно, посмотрим. Точно посмотрим. Сохранение прошло, значит, да. Давайте на этом закончим.
Ну, что я могу сказать? Я все еще склонна доверять Абрамару, и он мне все еще нравится почему-то. Ну, внушает доверие, как я и сказала. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.